Приветствую всех на канале Ерилкин Сундучок. Мы с вами закончили вязать нашу розочку. Она у нас уже готова и ждет, когда мы ее оденем. Так как это розочка, и так как я люблю розовые цвета, основной ее наряд будет весь состоять из разных оттенков розового. У меня вот это вот, в принципе, остатки ниток. Я надеюсь, что мне на платье хватит. По ходу я буду говорить, какой цвет я беру, меняю. Но эти цвета я укажу в описании к видео. И сейчас мы шаг за шагом потихонечку свяжем платьишко. На данный момент у меня Alize Cotton Gold, что я куколку вязала, паричок, и одежку тоже мы свяжем из Alize Cotton Gold. Вы там смотрите, какую вы брали пряжу, ориентируйтесь уже на свое. Крючочком я вязала куколку 1,75 кловер, а одежку я буду вязать двоечкой. То есть, тоже ориентируйтесь, что если вы куколку вязали одним номиналом крючка, то одежку берите номинал на 1 больше. Ну, следующий, который идет после того крючка, который мы вязали тело куколки. Ну все, давайте будем приступать вязать платьишко. Набираем 35 воздушных петелек. И сейчас у нас сразу же с первого ряда у нас будут идти прибавки. И смотрите, первый ряд, это первый ряд был, второй ряд у нас сразу начинается с прибавок. Будут изменения и вяжем столбиками без накида. Провязываем со второй 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Вот провязали, сделали уже наше начало. Теперь делаем 3 столбика без накида в одну петельку. Раз, два, три. Сделали. Далее вяжем снова 5 столбиков без накида по цепочке. Раз, два, три, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида и снова делаем в следующую петельку 3 столбика без накида. Это у нас такая с вами прибавка. Раз, два, три. Теперь вяжем 10 столбиков подряд. Просто обычные 10 столбиков без накида. Десять. Связали. Следующую петельку снова провязываем 3 столбика. Далее вяжем 5 столбиков. Снова делаем 3 столбика в одну петельку. И довязываем 5 столбиков без накида до конца нашей цепочки. Что мы с вами сделали? Мы уже сделали разбивку на платьишко. Смотрите, вот у нас будет, здесь у нас будет вперед, здесь у нас будут рукава, это у нас задняя полочка, здесь у нас будет застежка. Это вот мы с вами уже
сделали задел. Вяжем дальше. Мы с вами будем вязать поворотными рядами. В конце каждого ряда у нас будут петли подъема. Первый ряд, вернее второй ряд мы с вами связали столбиками без накида. Далее будем вязать столбиками с одним накидом. Поэтому нам нужно сделать петли подъема в количестве 3 воздушных петелек. То есть вяжем 1, 2, 3, поворачиваем наше изделие. И вот прямо с вот этой вот петельки начинаем вязать 6 столбиков. И вот 6. Провязали 6 столбиков с одним накидом. И мы подошли вот к тем 3 столбикам, которые мы делали в одну петельку. Вот у нас как раз средний столбик. В этот средний столбик, что здесь, что здесь, что здесь, мы будем делать одну и ту же комбинацию. Мы будем с вами делать такие прибавки. Смотрите. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще один столбик с одним накидом сюда же. Вот у нас здесь будет идти расширение на реглан. Сделали. И далее мы с вами вяжем 7 столбиков с одним накидом. Седьмой. Снова подошли к вот этому среднему столбику из 3 столбиков без накида, что мы делали в одну петельку. И сюда делаем ту же самую комбинацию. Столбик с одним накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом сюда же. Далее мы провязываем по передней полочке 12 столбиков с накидом. То есть мы с вами снова подошли к вот этим вот 3 столбикам добавочным в одну петлю. Вяжем ту же самую комбинацию. Столбик с одним накидом, 2 воздушные и сюда еще один столбик с одним накидом. Далее провязываем 7 столбиков с одним накидом. Снова подошли к тем прибавкам из 3 столбиков. Делаем ту же комбинацию. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и сюда же еще один столбик с одним накидом. У нас такая комбинация будет постоянно повторяться. И здесь мы с вами довязываем 6 столбиков с одним накидом. Смотрите, что у нас уже есть. Вот, видите? Вот уже у нас как увеличилось, да? Смотрите, вот мы с вами вяжем. Так, продолжаем вязать без каких-либо особых изменений. Дальше, что мы с вами делаем? Это у нас уже с вами 4-й ряд, и мы с вами делаем подъем, 3 воздушные петельки, поворачиваем и начинаем
опять вот с самого первого вот этого столбика вяжем 7 столбиков с одним накидом подряд. Мы с вами подошли к арочке из 2 воздушных петелек. И в эту арку мы делаем то же самое. Столбик с одним накидом, 2 воздушные и еще сюда в эту же арку столбик с одним накидом. Получается вот еще такая арочка. Далее мы должны с вами провязать 9 столбиков с одним накидом. Провязали 9, и мы с вами опять подошли к вот этой нашей арке. В нее делаем столбик с одним накидом, 2 воздушные и сюда же еще один столбик с одним накидом. Перешли к передней полочке, и здесь мы уже должны провязать 14 столбиков с одним накидом. Подошли опять к нашей арочке, делаем столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще столбик с одним накидом в эту же арку. Здесь провязываем 9 столбиков с одним накидом. Снова мы с вами подошли к нашей арочке, делаем в нее столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и сюда же еще один столбик с одним накидом. И в конце мы с вами снова провязываем 7 столбиков. Вот, смотрите, так у нас сейчас выглядит уже заготовочка на наше платьишко. Значит, смотрите, что у нас будет происходить дальше. У нас получается, вот здесь у нас будут рукавчики. Это у нас передняя часть платья и вот задняя часть платья, где у нас будут застежечка. И сейчас у нас вот от этого до этого момента будут изменения в столбиках. Надо быть внимательными, чтобы все правильно получилось. Вяжем 5 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем и сейчас провязываем 8 столбиков с одним накидом. Подошли к этой нашей арке, делаем в нее все так, как мы с вами делали раньше, тут без изменений. А теперь мы подошли к тому месту, где у нас будут рукавчики-фонарики. И вот именно сейчас мы с вами сделаем задел на фонарики. Ну, оно поначалу будет выглядеть как крылышки, потом оно превратится в фонарики. Значит, смотрите, сейчас будет последовательно прибавки. Сейчас в первые вот 3 петли, которые у нас есть, мы делаем прибавки по 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. То есть делаем 2 столбика. Раз, два. Это мы сделали в одну петлю.
Теперь 2 столбика с одним накидом мы делаем во вторую петлю. И 2 столбика с одним накидом делаем в третью петлю. Сделали такие прибавки. Видите, вот у нас в каждую петельку по 2 столбика с одним накидом. Далее в следующие 2 петельки, вот у нас, мы делаем по 3 столбика с одним накидом. Значит, 1 столбик, второй столбик, третий столбик. Это одна петля, и то же самое в следующую. 1 столбик, второй столбик и третий столбик. Сделали. Здесь у нас, видите, по 3. Теперь в следующую петельку делаем 2 столбика с одним накидом. Вот у нас следующая петелька. Мы сюда делаем 2 столбика. Раз, 2. Далее у нас идет такая прибавка, как была до этого. В 2 подряд столбика делаем по 3 столбика с одним накидом. Делаем раз, 2, 3. Это одна петля, и в следующую петлю то же самое. Раз, 2, 3. И смотрите, у нас до вот этой арки остается 3 петельки. Вот в эти 3 петельки мы с вами провязываем по 2 столбика с одним накидом. То есть мы заканчиваем так, как и начинали. То есть вот. Два столбика в одну петлю. Раз. 2 столбика в одну петлю. 2. И 2 столбика в одну петлю. 3. И мы с вами пришли к нашей арочке. В эту арочку делаем ту же самую комбинацию. Столбик с накидом 1, потом 2 петельки воздушные, и сюда же еще раз столбик с одним накидом. Мы с вами вот сделали прибавку на рукавчик и подошли к передней полочке. Здесь у нас сейчас надо провязать 16 столбиков с одним накидом. Давайте вяжем 16 столбиков с одним накидом. Мы с вами провязали 16 столбиков, подошли к арочке, делаем в арочку нашу комбинацию. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще сюда же столбик с одним накидом. Теперь здесь нам нужно сделать точно такие же изменения и прибавки, как мы сделали здесь. Это у нас второй рукавчик. Значит, что мы с вами делаем? В 3 петли, вот в 3 петельки мы их видим, да? Мы сейчас провязываем по 2 столбика с одним накидом. Одна петелька. Вторая петелька. Третья петелька. Теперь в 2 последующие мы с вами провязываем по 3 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3. Это была одна петелька и вторая. Раз, 2, 3.
В следующий столбик мы просто провязываем 2 столбика с одним накидом. Теперь далее точно так же в 2 столбика мы делаем по 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Это одна петелька и вторая. Раз, два, три. Далее у нас с вами здесь остается 3 петли. Видите? Мы в них просто провязываем по 2 столбика с одним накидом. То есть мы делаем симметрично. Раз столбик. Два столбик. И третий столбик. Подошли к арочке. Делаем сюда столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же столбик с одним накидом. Здесь у нас с вами осталось 8 столбиков с накидом. Провязываем их. Вот уже как у нас с вами выглядит полотно. Тут у нас будут рукавчики. Так у нас выглядит сейчас начало нашего платья. Вот у нас рукавчики и вот у нас рукавчик. Он у нас идет, вот эти петли прибавок, от одной арки до другой арки. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас соединим эти арочки вместе и уже выделим рукавчики. И просто будем продолжать дальше вязать нашу кофточку в длину. То есть, что мы сейчас с вами делаем? Делаем 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем наше изделие. И сначала провязываем по задней полочке 9 столбиков с одним накидом. И последний 9. И сейчас нам надо с вами соединить вот так эти 2 арки. Мы вот в эту арку делаем столбик с одним накидом. Делаем накид. И вот в эту арку тоже делаем столбик с одним накидом. Вот, видите, соединили. Здесь у нас с вами теперь 18 столбиков с одним накидом. Вяжем по переду 18 столбиков с одним накидом. Подошли ко второму рукавчику и сделаем сейчас то же самое. То есть в эту арку делаем накид, столбик с одним накидом, и точно так же соединяем со второй аркой. Вот, то есть накинули и провязываем столбик с одним накидом. Далее у нас те же самые, как и в начале, 9 столбиков с одним накидом. Провязываем по задней полочке. Вот, смотрите, что у нас с вами должно получиться. Вот, это у нас передняя полочка. Вот у нас рукавчики.
они вот так соединились. У нас вот здесь, видите, двумя столбиками. И вот у нас спинка, где потом у нас будет застежечка. Если посмотреть на куколке, вот это выглядит таким образом. Видите, какая красота. Теперь смотрите, сейчас мы с вами должны связать вот эту длину, то есть вот до талии, да, вот у нас есть талия, от талии уже пойдет у нас юбочка. То есть здесь надо будет посмотреть, у меня это примерно 4 или 5 рядов. То есть давайте вяжем 4 ряда, ну или 4 или 5. Посмотрим, чтобы у нас вот тут длина получилась, потому что нитки разные, крючки разные, руки разные, плотность разная. Вот. Вяжем сейчас самостоятельно 4 рядочка. У нас здесь по кругу сейчас 40 петелек. Если вы все делали так же, как я делала, то у нас 40 петелек. И мы просто сейчас наращиваем длину. Пока что мы ничего не соединяем. У нас полочки раздельно будут. И точно так же мы с вами вяжем 3 воздушные петли подъема. Здесь у нас 2 петельки. Тут тоже вот у нас добавилось. И вот это все у нас 40 столбиков с одним накидом будет. Давайте вяжем 4 ряда без изменений. И потом с вами встречаемся, посмотрим, что делать. Вяжется так же само, одинаково, поворотными рядами. Давайте провяжем длину кофточки. Вот смотрите, я провязала 4 рядочка. У меня как раз оно до талии. Здесь вот так. Я ничего не добавляла, никаких петелек. У меня четко хватает на куколку. Вот. Поэтому сейчас можно уже переходить на юбочку. Как мы будем делать юбочку хорошо расклешенную, поэтому нам нужно будет сделать хорошие добавки. Сейчас смотрите, что мы будем делать. Мы соединим обе половинки. Нам этого отверстия достаточно будет для того, чтобы одеть куколку. Здесь мы с вами 2 половинки соединяем так вот соединительным столбиком. Вот. И здесь тот же самый принцип, хоть мы уже переходим на круговое вязание, все равно надо будет делать 3 петли подъема. Делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. И в эту же петельку мы еще провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. Для того, чтобы была довольно-таки пышная юбка, мы сейчас с вами будем увеличивать в 3 раза. То есть в каждую петельку мы с вами провяжем по 3 столбика с одним накидом. То есть каждую петельку мы с вами вяжем по 3 столбика с одним накидом. Тогда будет пышная, красивенная юбочка. И у нас получится 120 петель по кругу. Давайте сейчас увеличим. Провяжем в каждую нашу петельку по 3 столбика с одним накидом. Вот смотрите, я прошла по кругу. Сейчас я сделаю последнюю добавку. Вот, видите, мы пришли к нашей рюшке. Раз, два, три. Вот сюда в третью делаем соединительную. Вот мы соединили и делаем раз, два, три. И далее продолжаем вязать уже просто столбиками с одним накидом в каждую петельку. И у нас будет получаться юбочка.
Вяжем 6 рядов без изменения по 120 столбиков с одним накидом. 6 рядочков провяжем, и тогда мы с вами встречаемся. Провязали мы 6 рядов нашей юбочки этим цветом. Так вот сейчас выглядит платьишко. Я ниточку уже обрезала, и сейчас я сделаю замену цвета на ажурную вставку. Я буду делать это белой ниточкой. И сейчас мы подсоединимся. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее пропускаем одну петельку, один столбик, и в следующую вяжем столбик без накида. Снова вяжем 4 воздушные, пропускаем один столбик, и в следующий вяжем столбик без накида. Пропускаем столбик, и в следующий вяжем столбик без накида. У нас получаются вот такие арочки. Так, надо провязать по кругу. Давайте сейчас свяжем этот ряд самостоятельно дальше. Вот получился такой ряд, такие арочки у нас. И нам надо связать 3 ряда. Вот первый ряд мы связали, еще один и еще. Сейчас делаем, смотрите, вот мы пришли сюда же, делаем соединительными столбиками переход. Вот, делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в арку. 4 воздушные. И столбик без накида в арочку. То есть у нас получается вот такая вроде как сеточка, да? Вот этот ряд так провязать. И следующий ряд. То есть у нас получается 3 ряда вот таких арок. Давайте сейчас еще 2 рядочка провяжем вот аналогичным образом. И встречаемся. Вот провязали 3 рядочка. И у нас получился такой красивый ажур. Я уже ниточку обрезала. И сейчас мы возвращаемся к основному цвету. Подсоединяемся в арку. Что мы делаем? Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, вот с этим, то что с началом у нас как раз 3. И провязываем сюда еще 2 столбика с одним накидом. И получается, мы с вами в каждую арку вяжем по 3 столбика с одним накидом. Вот сюда связали 3, переходим в следующую арку и тоже вяжем 3 столбика с одним накидом. Давайте сейчас этот ряд свяжем самостоятельно. В каждую арку по 3 столбика с одним накидом. Так вот мы продолжаем нашу юбочку. Смотрите, вот на данный момент юбочка выглядит таким образом. Я уже все ниточки заправила, все тут у нас красиво. И сейчас я перейду на более светлый. Это мы уже заходим, ну, приближаемся, как говорится, к окончанию
вязания платья. Но надо будет еще украсить вот этот низ, поэтому мы сейчас с вами вяжем. Вот у нас последний рядочек, да? Вот, смотрите, здесь я здесь подсоединяюсь за передние полупетли. Подсоединяюсь за передние полупетли. Вот так. И столбик без накида в эту же петельку. Вот это мы подсоединились, да? И сейчас мы с вами просто вяжем столбиками без накида в каждый столбик, который у нас с вами есть. Просто вяжем столбики без накида. И вяжем за передние полупетли. То есть берем вот так. Смотрите, вот у нас петельки, да, и мы вяжем за передние полупетельки, чтобы задние у нас остались. Мы там подсоединимся и свяжем еще нижнюю рюшечку. То есть вот аккуратненько вот так идем и вяжем за передние полупетли. И здесь у нас останется ряд полупетелек открытых, за которые мы потом подсоединимся. Сейчас мы здесь свяжем пока только столбиками без накида в каждую петельку. Давайте вяжем этот ряд самостоятельно. Провязали мы ряд столбиками без накида другим уже цветом за передние полупетельки. Здесь у нас, если мы посмотрим, у нас вот тут полупетельки остались открытыми. Мы за них потом присоединимся и свяжем нижнюю рюшечку белого цвета. А сейчас мы здесь тоже сделаем небольшую рюшку. Мы вяжем, смотрите, каким образом. Делаем 2 воздушные петельки и столбик без накида в столбик следующий. Опять 2 воздушные петельки и столбик без накида. И у нас здесь получится вот такая вот рюшечка. Давайте свяжем этот ряд самостоятельно. И когда мы его свяжем, встречаемся с вами. Вот на данном этапе у нас вот так выглядит наша юбочка. Посмотрите, вот эта вот оборочка такая получилась. То, что мы сейчас с вами провязали. И сейчас у нас вот здесь с вами оставлены полупетельки. Вот вы видите. Вот они. Мы сейчас за них будем хвататься. И свяжем рюшечку, которая выйдет из-под вот этой рюшечки. Я ее буду делать беленькой. Нам надо подсоединиться. Ну, вот так вот ориентируйтесь сзади, чтобы у нас все это дело было. И мы здесь так подсоединяемся к петельке. Так, провязываем 3 воздушные и столбик с одним накидом в эту же петельку. И смотрите, у нас этот ряд будет состоять, мы будем в каждую петельку, ну полупетельку, провязывать по 2 столбика с одним накидом. То есть это у нас будет такая задел на нижнюю белую рюшечку. Ой. Вот один и второй.
То есть в каждую полупетельку мы просто провязываем по 2 столбика. Видите? Вот оно так сравняется. А потом мы здесь еще провяжем, и она выйдет. Это рюшечка. Ну что ж, давайте вяжем этот долгий длинный ряд самостоятельно. Но красота будет неописуемая. Давайте свяжем самостоятельно по 2 столбика с одним накидом в каждую полупетельку. Вот уже так выглядит юбочка с рюшечкой, которая выходит у нас снизу. И вот я немножечко провязала. Смотрите, как дальше надо будет вязать. То есть принцип тот же самый, что вот здесь у нас был. Это у нас вяжется 2 воздушные петельки и столбик без накида в следующую. И так надо обвязать полный круг платья. 2 воздушные петельки и столбик без накида в следующий столбик. То есть вот видите, как оно получается, такая вот рюшечка. Она будет длиннее, чем это, и красиво будет выходить из-под низу беленькая. Давайте свяжем этот рядок. Это у нас уже заключительный ряд на юбочке. И перейдем, свяжем рукавчики. Вот, смотрите, какая у нас сейчас юбочка. Юбочку мы закончили. Посмотрите, какая красота. Это ж просто красота. Как вам? Вам нравится? Я просто вот, ну не знаю, я люблю вот такие рюшки, всякие вставочки, вот такие вот воланчики. В общем, смотрите, юбочка готова. Все рюшечки мы связали. И теперь нам надо связать рукавчики.